По рассказам моей бабушки, когда мне было 3 месяца, моя мама с отцом отказались от меня. Хотели отдать в детдом, но бабушка с дедушкой настояли на том, чтобы забрать меня к себе. Оставив меня в родительском доме, мама уехала в другой город, а там связалась с плохой компанией и попала в тюрьму, а отца своего я вообще не знал. Растили меня бабушка с дедушкой, несмотря на свой почтенный возраст. Обычно после школы я занимался рыбалкой. Это было мое успокоение и уход от злого мира. Наверное, я был в нашей деревне даже самым лучшим рыбаком. Я знал, где какая рыба водится, даже карты рыбные в тетрадях рисовал. И я всегда стремился изучать все новые и новые места вблизи своего дома. Часто спрашивал у бабушки об этих самых новых местах. Она, конечно, жалела потом, что рассказывает мне, но так я познавал этот мир. И вот как-то вечером, сидя у теплой печки, я узнал у бабушки о месте под названием «Темная яма». Бабушка поведала, почему яма так называется. Несколько человек там утонуло за одно лето, после этого стали это место называть «темным». Давно это было, а название прижилось. В общем, после проливных дождей я планировал поход туда. Дожди с помощью ручейков создадут естественную прикормку для рыбы, и это будет идеальной рыбалкой. Встал с утра пораньше, взял с собой счастливые удочки и пошел. Путь лежал по берегу озера, сначала через дома, которые стоят на самом берегу, потом надо выйти по мощенной дорожке из досок, а потом уже надо идти было вдоль озера, но чуть поднявшись на пригорок и до оврага. Я немного боялся заблудиться, потому что знал, что дальше были угодья арендатора, местные так его называли. Мужичок лет 50, который, кажется, из ума выжил. У него были то ли выкуплены, то ли в аренду взяты огромные поля дальше вдоль озера. Там же стоял его дом, огромный, недостроенный, а у самого берега баня. И по рассказам, в бане той даже был бассейн. Мужичок тот, если честно, странный очень был. Занимался не пойми чем. Дошел я до оврага с родником, опустился вниз по ручью с кристально чистой водой, и вот она, яма. Обосновался, собрал удочку и приступил к рыбалке. Рыба шла одна за другой, даже красноперая была. За пару часов наловил я целый бидончик. Прав я оказался и с местом, и со временем. Сейчас домой приду и буду хвастаться дедушке огромным уловом. Но мое любопытство немного изменило тот день. Я знал, что где-то тут совсем рядом есть та самая баня с бассейном. И, по моим подсчетам, тут 200 метров до нее. Я просто не мог не взглянуть на нее. Спрятал снасти в камышах, а бидончик накрыл камнем, чтобы никто не выпрыгнул без моего присмотра. И, раздвигая камыши, решил идти прямо вдоль озера. Опасное это дело было. А вдруг нарвусь на того старика? Но я все же твердо решил про себя. И да, идти было буквально 200 метров. Баня была размером с небольшой домик, прямо на берегу озера нашего. Я огляделся и быстро добежал от леса по полю до бани. Внизу было маленькое окно, и оно было открыто. Я медленно заглянул туда. Да, прямо в бане был огромный бассейн, плохие у меня тогда мысли появились. Опять я не удержался и решил залезть туда через маленькое окошко. Раз оно было открыто, я не мог упустить такой шанс. Да и если бы я рассказал о таком детям постарше, меня точно уважать бы начали. Как только я оказался ногами на плитке, я услышал скуление. Кто-то совсем рядом в темноте заскулил. Неужели собака-охранник и меня сейчас покусают? Я стал вглядываться в темноту. Скуление приближалось. Кто-то шел на меня. И когда оно вышло на освещенный участок пола, от того маленького окошка я обомлел. Это был щенок волка, уже подросший, но такой худой, что смотреть было страшно. Я сразу понял, что это был волк. Собак я всяких видел, даже у нас в деревне. Это точно был волк. Я был уверен на 100%.
Волчонок подошел ко мне, стал нюхать ноги, потом руки. Я не шевелился. Я вел себя, как учила бабушка, просто замереть и быть спокойным. Щенок пару раз обошел меня вокруг, изучая, а потом лег мне на сапоги. Кажется, его сюда посадили и мучили голодом. Это все тот арендатор, не зря его люди считают странным. Наверное, он хотел, чтобы щенок охранял его баню. Но, судя по виду этого щенка и его ранам на шее, его давно держали на цепи. И самое страшное — это его ребра. Его как будто вообще не кормили. Надо было спасать малыша. Я понимал, чем это может грозить, но все же не мог я его там оставить. Попробовал погладить его. Он был не против, даже как будто впервые ощутил ласку. Потом попробовал его поднять на руки, и тут он был не против. Тогда я взял табуретку, поставил к тому маленькому окну и прямо через окно выпихнул щенка на улицу и полез за ним. Щенок ждал меня, никуда не убежал, а когда я вылез, стал махать руками щенку, говоря: «Убегай, беги в лес, там свобода для тебя». Но он пошел ко мне и снова лег на сапоги, пришлось домой с ним идти. Главное только, чтобы арендатор нас не заметил. Мы сейчас на его территории, и, подзывая щенка к себе, мы побежали в лес, который нас скроет от чужих глаз. Пришли на место моей рыбалки. Я попробовал дать красноперку щенку, он ее даже жевать не стал, а просто проглотил. Настолько он был голоден. Скормил я ему тогда половину своего улова и направился вместе с ним домой. Я еще пытался прогнать его, но он просто следовал за мной. Кажется, я ему понравился. А придя домой, меня ждало наказание, а щенка дедушка отправил в подвал. Я рассказал всю правду, за что и получил. Негоже, по мнению бабушки, лазить по чужому имуществу. На вечернем семейном совете было решено, что щенка пока что будем держать в подвале, пока арендатор будет его искать, а спустя хотя бы неделю уже покажем его на свет. Мало ли, откуда мы его взяли, скажем, в лесу нашли. Так и сделали. Арендатор злой тогда ходил. Видел я его лицо у автолавки, но и рассказывать он не мог всем, что держал взаперти у себя в бане волка. Люди бы его за это наказали, я думаю. Поэтому ему оставалось только злиться. А волка мы откормили моей же рыбой. Пришлось, правда, чаще ходить на рыбалку, кушал он очень много. Спустя время, уже осенью, я свободно ходил по деревне с волком на поводке. Соседи уже знали, но знал и арендатор. Однажды подловил он меня на прогулке, но разговора со мной у него не получилось. Волк мой вымахал, будь здоров на рыбе. Слова не успел он мне сказать, как волк почуял его и показал свои клыки. Видимо, он помнил его запах и помнил только плохое. Арендатор после этого случая больше ко мне не подходил ни разу. А волк мне был верным другом, он был, как и я, сирота. Но для него нашлась новая семья, так же, как и для меня. Волк прожил с нами 3 года, а однажды ночью у соседа случился пожар. Как потом говорили, он выпил и уснул, а непотушенная сигарета сделала свое дело. Мы всей семьей выбежали на улицу, дом соседа еще только начинал гореть. И, видимо, слыша крики о помощи, мой волк ринулся к горящему дому, залез в него через подвальное окно для проветривания, и больше я его не видел. Он хотел помочь, но стихия огня оказалась сильнее. Прошло уже очень много лет. Дом наш мы продали, и сейчас я живу в городе. Но иногда приезжаю в те места, и слезы наворачиваются от воспоминаний. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.